все очень ждали этого видео, этого влога. Я очень хочу вам все рассказать, всем поделиться. Я должна была улететь 4 января. И должна была вылететь я из Казани на самолете в Екатеринбург, из Екатеринбурга в Баку и из Баку в Ломны. 4 января. Просыпаюсь я уже с огромным чувством тревоги. Поднимаю глаза, смотрю в окно, а за окном метель. Я думала, это будет радостный влог. Какова вероятность, что если задержали 30 рейсов до меня, задержат и мой рейс? Рейс у меня был вечерний, около 6 часов. Естественно, я начинаю обзванивать всех, говорю, давайте что-то придумаем, потому что, мне кажется, я не вылечу. В это время мы следим за самолетом, который в 8 утра должен был уже отправиться в Екатеринбург. Вы знаете что? Его задержали, поставили на 6 вечера, а мой рейс перенесли на 7 вечера. Было принято решение пересадить меня на рейс пораньше. Новая проблема. Оказывается, мои внутренние рейсы мне оформили по загранпаспорту. Все было бы ничего, если бы мой загранпаспорт в данный момент не был в Екатеринбурге с визой. Мы снова звоним в авиакомпанию, говорим, что-то можно с этим сделать? Вы там подойдите пораньше просто до вылета рейса, и мы что-нибудь придумаем. Хорошо, проблема иссякла. Я начинаю собирать вещи, в моменте мне звонит мама, говорит, рейс снова перенесли, твоя пересадка длится как раз таки около часа. Шанс опоздать увеличивается в 2 раза, потому что ты пока зайдешь, пока ты выйдешь, пока задержат эти рейсы, а какова вероятность, что не задержат предыдущие еще рейсы, которые тоже не вылетели. В один момент я запаковала уже полностью чемодан, я на полном серьезе уже начинаю собираться, чтобы выходить, и мне звонит снова мама и говорит, снова перенесли рейс, ты не успеваешь. Время 16:47. Угадайте, кто до сих пор не вылетел? Мне снова задержали рейс. Я не успеваю на свою стыковку. Я даже не знаю, какую эмоцию юзать, если честно. Я не могу повлиять на погоду. Я не могу повлиять на то, когда вылетит самолет. Я не могу повлиять на то, какие мне билеты найдут. Мое состояние, это, знаете, что от меня уже ничего не зависит абсолютно. Я либо принимаю условия этой игры, просто иду на самотек, либо у меня сейчас истерика случится, и я буду по полу тут кататься. Вот в этот день могло случиться все, что угодно, да? Но именно сегодня вот началась метель. Я знаю, что я в любом случае долечу. Я знаю, что я в любом случае буду там. Неважно как, но я буду там. Пока что это единственная мысль, которая меня оставляет хоть в каком-то здравии, наверное. Мы начинаем звонить в школу, говорим так-то. Нет, я не успеваю. Они начинают смотреть другие билеты. И мы сидели на жестких нервах около часа. Ждали, пока найдутся какие-то билеты. Спойлер, самолет, на котором я должна была вылететь, улетел только в 5 утра. Билеты находятся через 2 дня. Ну, а что делать? Пришлось смириться, и 2 дня еще я просидела в Казани, молясь просто на нормальную погоду. В этот раз мы, кстати, не стали рисковать и такие, возьмем, пожалуй, билеты на поезд. Дубль 2. Итак, сегодня второй день, как я пытаюсь улететь. В Казани метель. Именно вчера началась, и сегодня ровно закончилась, из-за чего порядка 30 или 60, не помню, под вечер, по-моему, 60 рейсов было задержано. Сегодня ночью у меня поезд, затем мне надо будет поехать в аэропорт и делать пересадку. Дикий стресс, просто дичайший стресс. И мы поехали на вокзал, где я, кстати, первый раз в осознанном возрасте одна поехала на поезде. Ехала я из Казани в ЕКБ около 13 часов. Самое смешное то, что я, во-первых, большую часть дороги проспала, потому что поезд был ночной, а во-вторых, мне было очень страшно спускаться вниз. Я была на верхней полке в плацкарте. Все 13 часов я голодала, потому что я не хотела будить людей. По приезде в Екатеринбург первое, зачем я пошла, это кушать. Я еду в аэропорт, покушавшая, довольная, взяв с собой еды уже наконец-то нормальной. Все, ребята, мы в аэропорту. 7 часов в аэропорту. Чтобы вы понимали, как выглядит наш штатив. А путешествие длится уже около суток. И через 10 минут начинается регистрация. Уважаемые пассажиры, Пытка просто невероятная. Мне осталось ждать еще 1,5 часа около, потом еще 3 часа, и только потом еще лететь 3, потом еще 2 ждать, потом лететь 6. В сумме я не хочу считать, мне кажется, у меня голова сломается. Мне легче пешком дойти, просто со временем запрыгнуть в самолет уже. Я уже просмотрела все рилсы, я уже поиграла во все игры, я уже посмотрела все фильмы. Надо фильм скачать. У меня какое-то место непонятное. 18L. Я ни разу таких мест не видела. Рейс в Баку. Это, кстати, самый комфортный, мне кажется, перелет, который у меня был. Нас еще и покормили. Еда, кстати, в самолете. На удивление, я не знала, что в самолетах так хорошо кормят. Я прилетаю в Баку, когда у тебя переходит роуминг на секунду, и у тебя на 2 секунды появляется интернет, буквально там
первое сообщение, которое тебе вылезет. Так вот, первое сообщение, которое мне вылезло, было вот это. Ты можешь не успеть на свой рейс, тебе нужно бежать быстрее, проходить паспортный контроль. Плюс, когда мы еще прилетели в Баку, знаете, что встретила? Туман. Не видно ничего просто. Я несусь через весь этот аэропорт, расталкиваю людей. Ничего не успеваю. Спасибо, люди добрые, за то, что меня пропустили, и никто меня не пнул. Я бегу, я теряюсь нафиг в этом аэропорту. Куда бежать, что, какая стойка, там ничего еще не объявляется. Я нигде не вижу этого табло, дурацкого. В моменте я нахожу вывеску «Лондон». Думаю, все. Я просто хочу уже прилететь. Меня уже все это задолбало, если честно. Я сижу абсолютно безинтернетно. Никто не знает, успела я, не успела ли я, потому что я не могу ни к Wi-Fi подключиться, ни дописаться, ни до кого. Ничего из этого у меня нет. Вообще думала, мы не вылетим, если честно. Ничего не видно. Следующий рейс, который мне предстоял, это 6 часов лететь из Баку в Лондон. Тоже был относительно спокойный, на самом деле, полет. Мне даже страшно говорить такое. Все, ребята, нудная часть заканчивается. В Лондоне? Но пока я там не оказалась, я не верила в то, что я лечу туда. И только когда самолет приземлился там, начали появляться первые эмоции. Ты где? В Лондоне я. Первые вот эти вот слова на английском, которые ты слышишь, тебя начинает резать, потому что люди говорят на английском. Надписи, реклама, все это на английском. Такие чувства странные. Я везде слышу английскую речь. И это так круто было. Первая моя коммуникация с кем-то произошла, когда я подхожу к паспортному контролю, а там было два направления, чтобы идти. Один для местных жителей, то есть для граждан, и второй как раз-таки для международников. И я такая самая умная, видимо, смотрю, там много очереди, вот здесь нету очереди, пойду, пожалуй, с российским-то паспортом. Подхожу к стойкам вот этим, вот так открываю свой паспорт, пытаюсь пропикать, он не пикается. Ко мне подходит мужчинка, он что-то мне пытается объяснить на английском. А на фоне всего этого стресса, моей поездки, моей жуткой усталости, меня голова вообще ничего не варила, так как я полетела одна, а не с моими одногруппниками. Трансфер мне никто не предоставил, как им. И добираться до школы мне надо было самостоятельно. И здесь два варианта. Либо я иду на общественный транспорт, либо я иду на такси. Скобочка, такси стоит очень дорого. У меня было много вещей. Ну вот, прикиньте, человек приехал в другую страну, я вообще не знаю, как остановка, как там оплачивать. Я не знаю, как я бы оплатила этот трансфер. Транспорт. Зайти в приложение, вызвать Uber, ничего страшного, да? Во-первых, нужна карта привязанная, и русская. У кого есть карта? Дайте подумать, у британцев. И моя лидерша принимает такую стратегическую, как бы, штуку, не коммуницировать, как бы, между нами с этой иностранкой, а дать напрямую мой номер иностранке, чтобы она мне звонила и изъяснялась на английском. Полностью, с британским акцентом. План бомба! Мы не можем вызвать меня такси. И вы прикиньте меня, после суток путешествия, которое вышло вот так вот, нас смотрит вот на этот Лондон, берет телефон, а там аудирование на английском уровне C1. Что надо? Куда свернуть? Куда повернуть? Find Uber checkout point. What? Я не могу найти Uber пикап. А интернета нет, кстати, в моменте начал пропадать. Не ловит, нихуя не ловит. Короче, я потерялась 1 000 000 раз. Мы нашли таксист. Таксист нашел меня. Он меня нашел, он такой: Мария! Я говорю: yes! Я еду в школу. А мне интересно, он сидит вот тут. Сидит у меня иностранец. Ну, грех не пообщаться. Кто ж знал, что британцы не любят общаться. Едем мы около часа ехали. И все это время я снимала вот так на камеру. Смотрела в окна, рассматривала. Увидеть первый автобус двухэтажный. Это вообще, если бы я могла визжать, я бы визжала прям в этой машине. Я приезжаю в отель. Начинаю заселяться, она начинает меня что-то спрашивать. Do you have breakfast? Do you have Wi-Fi? Can you take me Wi-Fi? Я просто вот так вот стою, я говорю: дайте мне номер. Я хочу просто привести себя немножечко в порядок. А сегодня я никуда не пойду. Во-первых, я не была готова к такому уровню английского. И к такому уровню акцентов в речи. Села в такси, думаю, сейчас поболтаю с иностранцем, будет вообще круто. Мой итог. Did you have snow, maybe? Yeah. Yeah, so only a little bit in London. But we had enough snow. Мне надо зарегистрироваться в отель. Он говорит: имя, фамилию. Я говорю: Мария. Говорю: фамилию. Он говорит: может, паспорт дать? Он говорит: давай паспорт. Румтура, наверное, не будет. Очень грязно уже. Не проходит, мне кажется, и часа, как я помылась, накрасилась, я выхожу,
и иду, куда глаза глядят. Я смотрела на эти автобусы вот с такими глазами. Если кому-то интересно, где остановились, мы были в районе Гринвич. Он славится тем, что там есть огромный парк, где бегают, выгуливают собак. Реально просто огромных масштабов вот это поле. Я не знаю, тут какие-то улицы, они все плюс-минус как будто одинаковые. Какие прикольные. Кстати, вон будка. Москва-Сити. Ребят, я в Москва-Сити. Я не знаю, что это за улица, но это так красиво все выглядит. Причем это просто, знаете, какие-то дворы или вот что-то такое. Но мне так нравится. Такой вайб. Не знаю, я как будто в сериал попала. Смотрите, там Рождество украшено. Я не помню, что такое Теско, но это какой-то супермаркет. Я не помню, что это, но я хочу там побывать. Не знаю, вот эти штуки. Надо было назвать видеоролик. Хожу 5 часов по магазину и удивляюсь. Блин, вот всякие йогурты. Может, йогурт какой-нибудь взять? Ебать, они дорогие, кстати, 200 рублей за йогурт. Тоже 150 рублей, нормально вообще. Когда-нибудь я научусь выключать камеру на очень важных моментах. За мной начал ходить продавец. И он такой: "Are you okay?" Я говорю: "Yeah, I'm fine, I'm just..." И что-то мне так стыдно стало, что я просто хожу, смотрю. Мне в любом случае надо было воду купить. Я говорю: "I just searching for water." Что-то там 0,5 пыталась сказать. Он говорит: "Вода вот эта." Я говорю: "А вы испугались, что я с камерой типа стою?" Он говорит: "Ну, нет, типа все окей." Такие продавцы вообще все приветливые, хорошие, я прям не могу. Прошло, наверное, часа 2 или 3 моих прогулок. Пока перерыв. Ладно, давайте пока по покупкам и по ценам заодно. Что вообще по ценам я выяснила? Ну, знаете, либо как у нас, либо дороже, либо на какую-нибудь как санкционочка какая-нибудь, естественно, тут дешевле. Вот такая вот бутылка воды, хорошо, допустим, это литр, похоже, стоит 150 рублей. Следующее, что я купила, это... Я не помню, сколько они стоили, честно. По-моему, 50 рублей. И так как я очень люблю Skittles, не знаю, там же были еще вот эти вот крупные, которые все обозревали. Можно было взять, конечно, мне кажется, у меня попа уже слипнется. Реально вкусно. Я не знаю переводов этих вкусов. Это очень вкусно. Следом меня отправили снова на такси в школу, чтобы на обед, ну, на ужин. So once you are ready, please call me. Okay, I just worried that you don't read it. Yeah, I did not read because I was very busy around, so I missed that message. So better to call me, okay? Okay, I'm sorry. Because I'm missing. No, that's okay. No, it's fine. I just walking around and it was amazing, really. Fantastic. I'm happy you like it so far. So see you at the school when you arrive, okay? Okay. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Все, я поехала на ужин. Hello. Lucia? Yeah. How are you today? Ау? How are you today? Все, что заметила, у них такси работает по пунктам пикап. Типа тебе надо найти определенную точку, чтобы тебя усадить на такси. Так, сейчас главная цель — это найтись. Вообще не туда пошла. Идем еще быстрее. Ты как? Я в шоке вообще. Мы сейчас заберем вещи и пойдем на ужин. Тут идти минуты 3. Значит, мне застегнуться надо. Да. Прикиньте, это что это такое вообще? Мы в Лондоне. И Маша тут. Ты как долетела вообще? О, привет, Маша! Жесть, я в шоке. Ты что, и снимаешь? Как ты себя чувствуешь? Ненавидишь Лондон? Господи, Маша! Ой, это что, снег? Это солью они посыпают. От чего? От воды? А что это еще за здание? Это главный корпус этой школы. Goldsmith University. Есть Легонский колледж.
улетела. У нас есть вот такие карточки. И мы бесплатно катаемся. Хай. У нас обзор на покупочки. Я пока пускать на банан съем. То, что я купила. Во-первых, я купила вот такую фигурку. Милая. Дальше я купила вот такую бутылку, но это моей племяннице Саши. В The National Gallery мы были в Национальной галерее. Родителям. Игральные карты, наверное. Дальше вот такой браслетик маме. Правда? Да, мы купили с Дашей парные пижамы. Вот такие штаны. Это пока? Стоило всего 20 фунтов, это 2000 рублей. Это как, в принципе, и в России можно купить, даже очень дешево. Но надо было по скидке. Как же мне это нравится, господи, я купила. Я не знаю, вот такое с Гуфи. Это просто, это что такое? И все. Чего еще? Все, вроде. Да, все. Браслет, он был, кстати, очень дорогой. 25 фунтов! Это все. Будем делать итоги дня. Может быть, сегодняшний день не был таким продуктивным. Ну, нет, подождите, 2 перелета это вам не шутка, правда? В любом случае, этот день был продуктивный. Просто я была еще очень уставшая. И, знаете, наверное, я еще не привыкла к вот этому лондонскому вайбу. Я думаю, что через недельку формат вообще поменяется. Я стану смелее, перестану бояться поднимать камеру. Потому что сейчас я пересматривала видосики все пока. Вставать мне, кстати, в 7. Поэтому предлагаю сейчас лечь спать. И вообще не думать ни о чем. Я просто надеюсь, что завтрашний день будет намного круче, намного продуктивнее, намного интереснее. Мне все еще обидно с того, что я потеряла 2 дня. Я отстаю от ребят, например, из-за того, чтобы завтра идти на занятия, я в другое место пойду. Но в любом случае, я очень рада, что я здесь. Эти эмоции, которые здесь были получены, я как дура хожу и просто улыбаюсь, и просто наслаждаюсь. Я так счастлива, я так устала. Знаете, именно вот все хорошо, просто все хорошо. Наверное, я не настолько эмоциональна, чтобы плакать от счастья, потому что если бы да, то я бы уже билась в истерике. Не буду растягивать. Всем спокойной ночи и увидимся завтра. Это такое было немного вкидочное, такое разогревочное видео, чтобы я в кураж вошла, чтобы вам, может, как-то объяснить всю ситуацию. Очень хочу закончить, потому что и так уже этот день реально был очень сложный для меня, и он буквально вот для меня существует как отдельный немножко мир. Поэтому я очень хочу закончить здесь. Ждите следующих видео, потому что они будут еще целых 2 недели вам слушать. Каждый день было что-то новое. Клянусь, ни единого дня, когда что-то повторилось. Всем спасибо за просмотр и всем пока.